Вы давно думаете над тем, чтобы построить собственный бассейн? Тогда это видео создано специально для вас. В этом видео я расскажу вам, как дешево построить бассейн прямо у вас на даче, о том, какие инженерные решения при его строительстве существуют, а также расскажу о бесконечном бассейне. Приятного просмотра! Перед началом строительства своего собственного бассейна нужно решить несколько главных вопросов. Во-первых, важно определить, где он будет расположен. Существует два типа бассейнов. Первый – открытый, то есть расположен под открытым небом, и второй – закрытый. Этот тип бассейнов располагается в помещении. Это может быть как отдельная часть дома, так и пристройка или павильон, которые не примыкают к основному строению. В этом видео я буду рассказывать вам про бассейны, которые располагаются на улице. Во-вторых, важно выбрать тип чаши бассейна. Есть варианты, предназначенные только для купания. Можно построить чашу для маленьких детей с небольшой глубиной. В случае, если у вас достаточно места, можно возвести бассейн для тренировок длиной либо 25, либо 50 метров. Это стандартные размеры одной дорожки для плавания. Именно в таких бассейнах и тренируются профессиональные спортсмены. Еще можно построить глубокую, но небольшую чашу. Такой вариант используется для тренировки прыжков в воду. Ну и, конечно же, куда без спа-процедур. Существует огромное количество систем, благодаря которым вы сможете отдохнуть после тяжелого рабочего дня, лежа в горячем бассейне прямо под открытым небом. Настоящее блаженство. Но начну я, пожалуй, с вариантов для спортсменов. Ведь существует одна очень интересная технология. Вы будете очень сильно удивлены, но в нашем мире существуют настоящие бесконечные бассейны. Что же это за технология, спросите вы меня? На самом деле все очень просто. Это устройства, которые позволяют создать мощное течение внутри вашего бассейна. Эту технологию уже очень давно используют профессиональные пловцы для тяжелых тренировок, так как она позволяет удерживать нужный им темп. А в случае, если вы боитесь плавать в море из-за течения и волн, этот вариант поможет справиться с вашими страхами. В бесконечном бассейне очень легко научиться плавать с нуля. Вся прелесть этой технологии еще в том, что она очень компактная. Потребуется чаша бассейна размерами всего 2 на 4 метра. И главное, это очень безопасный вид тренировок. Дело в том, что глубина в таких чашах не превышает 1,5 метров. Сделано это для того, чтобы среднестатистический человек, в случае, если ему станет плохо, мог спокойно встать на дно и отдохнуть. Но вы будете очень удивлены, когда увидите, насколько мощное течение может создать бесконечный бассейн. На этом видео. На нем профессиональный пловец проводит тяжелую тренировку. Просто посмотрите, с каким мощным течением он борется. Кстати, самые быстрые пловцы в мире могут развивать скорость более 8 км в час. Я, когда смотрел это видео, находился в полном шоке. В общем, если вы хотите стать олимпийским чемпионом по плаванию, вам точно понадобится эта штука. А дальше, после того, как вы определились с типом бассейна, нужно спланировать его размеры и то, из чего будет построена его чаша. И сейчас я расскажу вам о самых популярных вариантах. Но перед этим хотелось бы уделить немного внимания одной очень интересной компании. Производственное объединение «Система» занимается быстровозводимыми модульными зданиями. Компания уже давно зарекомендовала себя на рынке как качественного подрядчика. При желании вам могут изготовить и небольшой дачный домик, и огромное производственное здание. На выбор предлагаются модули для самых разных задач, начиная от офисных блоков и заканчивая сложными техническими сооружениями. Компания использует в работе свои собственные патенты и разработки, благодаря чему достигается очень высокое качество работы. Подробнее о ПО «Система» вы можете узнать по ссылке в описании. Продолжим нашу тему. На рынке есть несколько технологий строительства бассейна. Самый популярный и известный способ возведения чаши – использование бетона. Это самый прочный и надежный вариант из всех доступных. Вам потребуется только вырыть котлован и залить бетон на пол и стены. К тому же вы сможете создать интересный дизайн для вашего бассейна с округлыми формами или каскадной системой пола. Второй вариант – использование композитных материалов. Под этим названием подразумевают использование стекловолокна, которое пропитано специальными полимерными смолами. Этот вариант уже намного дешевле, чем изготовление бетонной чаши. Также существует достаточно обширный ассортимент. И последний вариант – чаша, выполненная из металлического каркаса. Тоже достаточно дешевый вариант исполнения бассейна. Но и в случае использования этой технологии есть ряд ограничений. А дальше я расскажу вам о каждом варианте строительства чаши бассейна подробнее. Самыми прочными считаются бетонные чаши, но по совместительству они самые дорогие. Технология их возведения достаточно простая. Для начала нужно вырыть котлован.
Лучше всего сделать это при помощи трактора или экскаватора. Но бывает, что тяжелая техника просто не может подъехать к месту строительства. В этом случае вам придется рыть котлован вручную, что не очень-то просто. Далее идет создание специальной подушки на дно будущего бассейна. Для начала нужно засыпать щебень и утрамбовать его. После этого в дело идет песок. Обычно его слой должен быть толщиной 20-30 см. Песок утрамбовывают, а сверху него укладывают гравийную подушку. Ее толщина уже 10 см. Но и на этом подготовительный этап не закончился. Далее требуется выполнить армирование. Потребуются специальные армированные прутья толщиной 6-8 мм. Из них нужно создать сетку, ячейки которой будут размером около 20 см. Крепить прутья между собой можно при помощи обычной проволоки. Еще на этом этапе потребуется сразу проложить все коммуникации для технической составляющей вашего бассейна. И все. Далее идет этап заливки бетона. Лучшим вариантом будет привести бетоновоз, заполненный подходящим именно вам раствором. Это позволит выполнить заливку за один раз. А после того, как вы сделаете дно бассейна, нужно начать выполнять опалубку и армирование стен. Тут технология такая же простая. Единственное, будьте внимательны и прочно закрепляйте опалубку, чтобы она смогла выдержать массу бетона. На этом черновые работы закончены. Остается выполнить гидроизоляцию. Для нее можно использовать рубероид, но тогда сделать идеально ровный пол будет сложно. Идеальным вариантом станет использование жидкого стекла и специальных наливных материалов, отталкивающих воду. В этом случае все поры, которые могут образоваться в бетоне, будут закрыты. Ну и, наконец, самое приятное – отделка чаши. Можно использовать самые разные материалы, например, плитку. Но мой вам совет – намного приятнее, когда бассейн облагорожен специальными прорезиненными ковриками. Они очень приятные на ощупь, не отваливаются и к тому же очень безопасны. А плитка, в свою очередь, может начать со временем отлупливаться из-за перепадов температур, а также о нее можно легко порезаться. Примерно так и выглядит этап строительства бетонного бассейна. Это самый дорогой и в то же время качественный вариант исполнения, который вы сможете использовать даже самостоятельно. Если вы решили немного сэкономить, можно воспользоваться композитными материалами. Готовый бассейн с их использованием выйдет дешевле, чем в случае использования бетона. Да и вариантов форм и размеров на рынке очень много. Технология их использования немного проще, чем в предыдущем случае. Потребуется вырыть котлован, а после в него уже разместить чашу бассейна, которая бывает либо цельной, либо разборной. Единственная сложность, с которой вы можете встретиться – разведение инженерии, так как вам потребуется просверлить отверстие, и ошибаться тут нельзя. Последний вариант чаш для бассейна – металлический каркас. Опять же потребуется котлован, но здесь к нему особенные требования. Вся чаша будет строиться на своеобразном каркасе, из-за чего вам потребуется сделать жесткие упоры для ножек вашего бассейна. Этот вариант очень дешевый, так как в случае его использования можно сделать стенки и дно бассейна, например, из пленки. Каркасный бассейн отлично подойдет тем, кто хочет сильно сэкономить. А дальше я бы хотел поговорить с вами о том, какие существуют очистительные сооружения и какие варианты дешевле и лучше всего. Самый дешевый и наиболее популярный способ очищения воды – использование скиммера. Вы спросите меня, что это такое? А я вам отвечу. Это специальное устройство, с помощью которого удаляется грязь с верхнего слоя воды. Но один скиммер не справится с очисткой всего бассейна. Вместе с ним требуется устанавливать и донный слив. Его следует располагать на самой глубокой части вашей чаши. Уровень воды с использованием этой технологии будет на 10-20 см ниже уровня пола. Зато скиммер и донный слив – самый дешевый способ очистить ваш бассейн от мусора. Второй вариант уже более дорогой, но в то же время более красивый – переливной механизм. При его использовании вода находится на уровне с полом. Внешний вид таких бассейнов просто поражает, особенно на открытом воздухе. Представьте, вы будете купаться под открытым небом, глядя на звезды, которые отражаются в воде. Прекрасный вид на загородный дом и красивый сад, и все это в прекрасном чистом бассейне. А чистым он будет, потому что переливной механизм намного лучше очищает бассейн от всякой грязи. Правда, и стоит он в 1,5-2 раза дороже. Ну и напоследок расскажу вам лайфхак. Не стоит располагать бассейн вблизи с кустарниками и небольшими деревьями. Все листья и жуки с них будут попадать в воду. А также берегитесь огромных деревьев. Своей корневой системой они могут повредить стенки чаши бассейна и даже проделать в ней дыру. А дальше я расскажу вам, как проводить дезинфекцию воды в вашем бассейне. Самый популярный способ – использование хлорки. Дело в том, что такой метод дезинфекции самый дешевый, но он не подойдет аллергикам, так как хлорка – сильнейший катализатор аллергических реакций.
В случае, если вы страдаете от такого недуга, вам может подойти другой способ дезинфекции – кислородное обеззараживание. В случае с этой технологией вы не будете страдать от аллергических реакций. Такая вода абсолютно безопасна для всех. К тому же такой способ сравнительно недорогой. Еще можно насыщать воду серебром и медью. Это уже один из самых дорогих вариантов. Но помимо обеззараживания воды в бассейне, вы придаете ей отличные качества. Правда, потребуется следить за ее кислотностью. Использование устройств для обеззараживания воды при помощи меди и серебра могут серьезно изменять показатели кислотности воды, что не очень-то полезно для человека. И последний вариант – использование соленой воды. В этом случае вы можете применять для обеззараживания воды электролизер. Правда, и он вырабатывает хлор при своей работе, из-за чего могут возникать аллергические реакции. Но по своему опыту скажу вам, что в бассейнах с соленой водой концентрация хлорки намного меньше. Из-за этого у аллергиков самочувствие после купания намного лучше, чем в случае хлорированной воды. Ну и самое главное, на этом этапе следует продумать систему отопления бассейна. Так как он у нас будет располагаться на открытом воздухе, пользоваться им зимой будет проблематично. Следует задуматься над покупкой дорогих систем, которые могут поддерживать температуру воды до плюс 40 градусов Цельсия даже в морозы. Но если вы не хотите пользоваться бассейном зимой, подойдет и обычная система отопления. Правда, в этом случае потребуется перед каждыми заморозками сливать воду, консервировать чашу и тщательно следить за оборудованием. Что ж, мы рассмотрели с вами все технические моменты. Пришло время поговорить о самом интересном. Почти каждый хочет индивидуальности в своем бассейне. Но стоит учитывать некоторые важные аспекты, прежде чем принимать решение о его внешнем виде. Первое – использовать скользкие материалы, например, плитку, не самая лучшая идея. Лучше всего воспользоваться прорезиненными ковриками или специальной пленкой. Так вы меньше рискуете упасть в воду или просто поскользнуться. Второе – не лучшим решением будет создавать чашу и стены округлой формы. В этом случае стены бассейна будут очень скользкими, а круглая чаша не самая практичная, так как вам придется потратить лишние деньги на ее создание. Третье – подумайте, какие бортики вы будете использовать. Очень красиво будет смотреться дерево, по которому вы будете ходить, но в условиях постоянной влажности доски быстро придут в негодность. Самым практичным вариантом будет использование ковриков, по которым вы будете ходить, но они не особо красивые. Еще можно воспользоваться противоскользящей плиткой. Этот вариант и красивый, и в то же время безопасный и прочный. И последнее, но не менее важное, нужно создать подходящую инфраструктуру для пользования бассейном. А именно, потребуется построить раздевалки, душевые, комнаты отдыха. Все это можно разместить в доме, в случае, если он расположен недалеко от самого бассейна. Но если это не так, отличным решением будет построить рядом баню. В ней вы сможете разместить всю инженерию, комнаты отдыха и раздевалки. И при этом после парилки вы всегда сможете окунуться в прохладную водичку бассейна. Но если построить отдельное здание вы не можете, а дом далеко, можно поставить небольшие комнаты-раздевалки прямо у бассейна, а также небольшие душевые кабинки. Их не обязательно нужно строить в здании. Взять, к примеру, обычную дачную летнюю душевую или, например, пляжные души. Все они находятся на свежем воздухе и просто закрывают обзор, чтобы за вами не подглядывали. Вода используется та же, что и в доме. Это позволяет не задумываться над ее проведением. Ну и, наконец, стоит задуматься над зоной отдыха прямо возле бассейна. Лучше всего сделать специальную ухоженную площадку. Для нее можно использовать газон, из-за чего внешний вид будет просто потрясным. А можно выложить пол из плитки. На ней стоит разместить солнцезащитные зонты, а также шезлонги. Представьте, летним знойным днем вы выходите после бани, прыгаете в бассейн, а после ложитесь на шезлонг. Просто потрясающе, правда? В этом видео мы с вами разобрали, как построить бассейн на вашем домашнем участке, как его облагородить и как это сделать дешевле всего. Спасибо за просмотр.